Всем привет! Представляю вашему вниманию самый бюджетный увлажнитель воздуха своими руками. Для этого мне понадобится пластиковая бутылка в объеме 7,5 литра. Можно больше, можно меньше, можно вообще вместо бутылки что-то другое использовать. Главное, чтобы оно было такой вытянутой формы. Вентилятор на 5 вольт. Какой-то блок питания на 5 вольт. В данном случае зарядка от телефона с разъемом USB. Деревянные шпажки. Можно использовать какую-то проволоку, веточки, в общем, все, что есть под рукой, похожей формы. Вот такая вот кухонная салфетка. Болтики, гаечки, шайбы для крепежа вентилятора. Так, первым делом в верхней части бутылки нужно сделать разметку под установку вентилятора. Таким вот образом. Затем обычным катером вырезаю. Примеряю вентилятор. Главное, чтобы крыльчатка была точно по диаметру с вырезом. Перед установкой вентилятора обязательно определяем, какая из сторон является дующей. В моем случае дующая вот эта, то есть поток входит отсюда, отсюда выходит, создается тут давление. Поэтому далее устанавливаю болтики и гайки таким вот образом. По периметру 4 штучки. Соответственно, затем нужно будет наметить отверстие. Четко выровнять по центру, чтобы сама крыльчатка не упиралась. Хотя она не будет упираться, потому что вот такие вот идут, как перемычки. Поэтому в данном случае все нормально. Вот так вот. И тут вот делаем разметки и делаем отверстие в бутылке. Так, отверстие по периметру 4 штучки бутылки я буду проплавлять. Таким вот образом. Да, в принципе, с обратной стороны болтики можно не крепить, я так понял, потому что вот за счет резьбы оно просто вот как бы вбивается, за счет трения просто вот держится. В принципе, неплохо. Но все равно мне кажется, что из-за вот этих вот щелей может как-то нехорошо себя поток воздуха повести, не совсем эффективно. Поэтому вот это все снимаю и сейчас просто хочу вот так вот подрезать, а вот эти как ушки для крепления просто подогнуть вовнутрь. Думаю, так будет получше. Вот таким вот образом получилось. Тут такие как перегибы сделал, согнул вовнутрь. Может не совсем правильно, может надо было как более как круглое отверстие. Хотя оно и было круглое изначально. Ну в общем. И вот так вот это дело все становится. Потом, да, единственное будет проблематично это все закрепить потом снизу каким-то образом. Ничего, посмотрим. Затем примерно по середине бутылки, середине высоты бутылки, вот в этом ребре я отмечаю 4 отверстия, соответственно с противоположной стороны тоже, для того, чтобы проплавить отверстия и установить шпажки. Вставляю шпажки. Лишнюю длину откусываю. Вот эти вот кусочки можно чем-то или примотать, или приклеить для надежности, чтобы оно не высовывалось с отверстий. Я же просто намотаю немножко синей изоленты вот так вот на края, потому что времени ждать, честно говоря, нету, пока клей высохнет и тому подобное. Вот просто вот беру вот так вот такую тоненькую полосочку, наматываю. Да, не с первого раза не хочет, но ничего. Вот так вот. Вот просто наматываю, прокручиваю.
Вот таким вот образом. И все. Ну, как бы фиксируется. Подвижность есть, но никуда оно не денется. И также остальные. Так, затем отступаю одно ребро. Вот такое вот от шпажек. И здесь нужно сделать продувочные такие, как окна, для выхода увлажненного воздуха. Вот такие просто прямоугольники повырезать по периметру. Как-то так. По 2 штучки вырезаю с каждой стороны. Вот таким вот образом получается. Ну, вот так вот по 2 отверстия с каждой стороны готово. Таким вот образом. Главное их немножко подогнуть вот так вот вверх, чтобы получается, как вентилятор будет поток идти вниз, потом выдуваться вверх, как бы вот так вот, чтобы не в сторону. Ну, может и в сторону, может ни на что не повлияет, но я решил сделать вот так вот. Затем приступаю к салфетке. Таким вот образом она разглаживается. Вот. Складываю ее пополам, вот по вот этому шву, так и оставляю. И мне нужно ее разделить на 1, 2, 3, 4, на 4 части. Где после этого они будут цепляться на вот эти шпажки. И вот так вот свисать, как шторки. Разделять я их буду также с помощью каттера. Ну, нехитрым способом прикинул ширину 35 сантиметров, разделить на 4, 8 и 7. Ну, 8 и 5, вот так вот такие полосочки. Буду нарезать. Вот, получилось 4 одинаковых штучки. Устанавливаю шторы, так сказать, на свое место. Как-то так. Мой чудо-девайс почти готов. Осталось самое сложное — это установить на верхушку вентилятор. Так, ну, первый болтик было проще всего поставить, потому что вот прокручиваю, есть доступ, вставляю, накручиваю гайку. Дальше, чтобы установить остальные, буду использовать шпажку и проволоку. Просто прикручиваю вот так вот не сильно, делаю такое колечко и вот таким вот образом буду вставлять, поддевать, вставлять вовнутрь и накручивать. Заливаю воду. Ну, думаю, пару сантиметров от края будет нормально. Соединяю провода. И использую синюю изоленту. Обязательно только синюю, а другой работать не будет. Это так, для проверки. Если все будет хорошо, потом переделаю. Все, и готово. Подсоединяю в розетку. Вот эта конструкция и заработала. Как видно, даже по водичке поток есть, воздух выходит и увлажняется. Так, демонстрирую работоспособность с помощью дыма. Поджигаю такой кусочек бумаги, свернутый в трубочку. Как видно, все работает, втягивается очень даже хорошо. Дым. Тут видно, что с отверстия выдувается. То есть поток есть, очень даже неплохой. Для большей наглядности продемонстрирую с помощью огня зажигалки. Поток есть, задувает. Вот. При подносе к выдувочным окнам сразу затухает.
То есть, я думаю, по работоспособности данного увлажнителя все понятно. Вода, пропитывая салфетку, поднимается где-то, ну, не доходя до палочек, где-то, может, сантиметров 4-3. Не доходя до палочек, салфетка влажная. Ну, а дальше, собственно говоря, вентилятор создает поток воздуха, который дует. И, забирая эту же влагу с салфеток, выдувает через эти продувочные окна. Выходные, продувочные, без разницы. И, собственно говоря, также поток ударяется в воду, увлажняется и выходит. В принципе, все довольно-таки просто и понятно. По поводу работоспособности, да, он действительно работает. Но если вам нужно более увлажнить воздух, если вам его не хватает, тогда лучше сразу купить заводской. А так, на свои деньги, очень даже неплохой результат. По поводу затрат, вентилятор в районе $2,5–3. Баклажку я не считаю, просто бесплатно ее можно достать, неважно где. Шпажки можно заменить чем-то, какой-то проволокой, по сути тоже бесплатно. И салфетка 50 центов, самая дешевая. Ну и провод с USB штекером. Также, я думаю, в каждом доме есть. Можно взять какой-то от принтера, от компьютера. Также данный увлажнитель воздуха служит в какой-то степени фильтром воздуха. Потому что, закручивая поток, часть пыли, шерсти задерживается на салфетках и выходит более-менее чистый воздух. Все, кому идея понравилась, ставим большие пальцы вверх. Добро пожаловать в комментарии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.